Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Малоизвестные факты про Раису Горбачеву, которые скрывались в СССР». Она соединила свою судьбу с его судьбой задолго до того, как он стал подниматься по карьерной лестнице и оставалась с ним до самого конца. Именно благодаря Раисе Максимовне Михаил Горбачев добрался до самого верха. Стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а потом и президентом СССР. Раиса Горбачева была очень интересной, умной, элегантной женщиной, заслуженно вошедшей в отечественную историю. В семье Максима Андреевича Титаренко и Александры Петровны Парады 5 января 1932 года родилась дочка, старшенькая, названная Раисой. Максим Андреевич был выходцем из Украины, а его супруга родилась здесь, на Алтае, в городке Рубцовске. Спустя 2 года у Раи появился братик Евгений, а еще через 3 года сестра Людмила. Отец семейства был инженером по образованию и трудился на стройках уральских и сибирских железных дорог. По этой причине ранее свое детство дети провели в частых переездах. Особой нужды Титаренко не испытывали, однако особо богатыми тоже не были. У Александры Петровны не было никакого образования, но она мечтала, что все ее дети окончат институты и выбьются в люди. Кто же мог тогда предположить, что Раиса станет женой генерального секретаря ЦК КПСС? Раиса училась лучше всех. Она золотой медалью окончила школу в Стерлитамаке. Потом поступила без проблем в МГУ на факультет философии. Именно тогда она познакомилась с Мишей Горбачевым, который постигал тонкости юриспруденции в том же университете. Знакомство состоялось на танцах. Потом юноша стал ухаживать за Раисой, но поначалу она не отвечала взаимностью. Просто Михаил не был первой любовью Раисы. До него девушка встречалась с однокурсником, москвичом Анатолием Зарецким. Все было уже серьезно, но родители Анатолия занимали немаленькие должности, потому простушка Раиса из какого-то Рубцовска была их сыну не чета. Они открыто заявили Раисе, что не желают ее видеть даже в качестве потенциальной невестки. Поплакав, девушка приняла настойчивое ухаживание Миши Горбачева. Кстати, никто и никогда с тех пор больше не видел слезы Раисы Горбачевой. Раиса всегда казалась очень сдержанной и спокойной, хотя немного говорливой женщиной. Чтобы она на кого-то сердилась, кричала, тоже было редким явлением. В гневе супругу Горбачева видели всего один раз, когда она разозлилась на одну дамочку-карьеристку. С юных лет Рая обожала красиво одеваться, имела хороший вкус. Михаил Сергеевич вспоминал, что она лет до 30 вообще не красила губы, они и так у нее были красивыми. Раису описывали изящной, легкой девушкой с русыми волосами, но очень серьезной. Соседки по общежитию вспоминали, что будущая супруга президента заплетала волосы косой и укладывала ее короной на голове. У нее было не так уж много одежды, однако она всегда выглядела изящно и умела показать, будто обладает внушительным гардеробом. Михаил Горбачев вспоминал: «Выглядеть хорошо во всех случаях было для Раисы какой-то внутренней потребностью. За все наши с ней последующие годы Раиса никогда утром не появилась передо мной в расхристанном виде». Как и многие другие студенты того времени, свадьбу Михаила и Раисы играли в столовой МГУ. Торжество проходило осенью 1953 года. Никого из родителей не было, только друзья и однокурсники. Деньги на празднование свадьбы Миша заработал сам, летом работал на сенокосе в Ставропольском крае. Стол собрали хороший, алкоголь тоже присутствовал, но вот на обручальные кольца денег не хватило. Кстати, только через 40 лет совместной жизни пара обзавелась настоящими обручалками. И то их подарила Раисе и Михаилу их дочь Ирина. По слухам, мама Михаила Сергеевича и Раиса с самого начала не смогли установить хорошие отношения, а потом и не пытались. Возможно, на это повлияло то, что Раиса прервала первую свою беременность. По утверждению самой Раисы Максимовны, она была вынуждена это сделать по рекомендациям докторов, однако мать Михаила считала иначе. У них тогда мог родиться сын, Михаил хотел назвать мальчика Сергеем. Но, увы, Раиса смогла родить только одну дочь, других детей в семье Горбачевых больше не было. В общем, свекровь всегда относилась к невестке с неприязнью, говорила, что та дерзкая выскочка, высокомерная и не прислушивающаяся к мнению других людей. И совсем не подходит она их сыну Мишеньке. Даже после того, как в 1957 году родилась Ирина, свекровь не изменила своего отношения к Раисе, хотя внучку очень любила. А вот отец Михаила очень хорошо принял невестку. В бытовом плане жизнь семейной пары складывалась почти как у всех советских людей. А когда получили квартиру, то зажили еще лучше. Горбачев вспоминал: «Жизнь наша была чрезвычайно наполненной и, как нам казалось, имеющей большой смысл и значение. Жили дружно, помогая друг другу во всем.
Наши доходы выросли, материально стали жить лучше. Появилась возможность обустроить двухкомнатную квартиру, полученную в 1960 году. Купили телевизор «Электрон», а до того обходились радиолой. Михаил Сергеевич рассказывал, что у них с Раисой была какая-то общая цель в жизни. Вспоминал он и родственников, которые пострадали в большой террор. Репрессии пережили оба деда Горбачева, а вот дед Раисы по матери Петр Парада был обвинен в троцкизме и расстрелян в 1937 году. Во времена хрущевских амнистий Петра почему-то пропустили, и справку о реабилитации деда родители Раисы смогли получить только в 1988 году. Но это не помешало ни ему, ни Раисе сделать карьеру. После учебы Горбачевы поехали в Ставропольский край. Там Михаил Сергеевич устроился на партийную работу. Началось его быстрое восхождение по карьерной лестнице. Раисе ради этого пришлось оставить свое обучение в аспирантуре. Однако в 1967 году она все же защитила диссертацию кандидата философских наук. Она стала трудиться в местном институте в должности доцента, проводила исследования в рамках социологической науки в районах края. Горбачевой даже предлагали возглавить кафедру, однако, посоветовавшись с мужем, Раиса отказалась, так как боялась сплетен недоброжелателей. Они могли соотнести повышение по службе жены с успехами мужа. Сплетни про Раису ходили всякие. Например, говорили, что она родственница таких знаменитостей, как Андрей Громыко и Михаил Суслов, но ничего подобного не было. Не каждый житель СССР мог похвалиться выездами за границу, а вот Горбачевы имели такую возможность, потому любили путешествовать. В 1971 году они ездили в Италию, гуляли по Риму, побывали на фестивале в Турине, чтобы послушать знаменитую тогда певицу Мильву. Михаил и Раиса интересовались не только достопримечательностями, но и смотрели, как живут простые итальянцы. Раиса, как социолог, рассматривала, во что одеты люди, как они живут, что едят, о чем говорят. Многие вещи, которые Горбачевы видели в своих поездках, они перенесли потом в свою жизнь. После того, как чета переехала в Москву, а Горбачев стал секретарем ЦК КПСС, Раиса Максимовна стала преподавать в МГУ. А когда Михаил Сергеевич стал генеральным секретарем, его супруга ушла с работы и сосредоточилась на своих обязанностях первой леди государства. Она ездила с мужем везде, чего ни одна из ее предшественниц не делала. Она занималась общественной работой, благотворительностью, и современники все отмечали элегантность первой леди, ее манеры, но иногда критиковали за высокомерие и надменные выходки. В отличие от своих предшественниц, на официальных мероприятиях в высших эшелонах власти Раиса Максимовна никогда не была в тени мужа. Эта яркая и элегантная дама многих нервировала своим присутствием, так как часто показывала высокую эрудированность. Чета Горбачевых отличалась от миллионов своих соотечественников еще и тем, что оба очень любили чтение и изучали иностранные языки. Оба они свободно говорили на немецком, а Раиса еще и превосходно знала английский язык. Она на равных общалась с женой Буша Барбарой, а также с Маргарет Тэтчер. Правда, многие первые леди западных государств высказывались о Раисе Горбачевой как о равнодушной и черствой женщине, которая говорит без умолку и никого не хочет выслушивать. А журналисты то и дело отмечали не только раскованное поведение жены советского генсека, но и то, что она носит необычайно модные наряды. А вот Раиса Максимовна так не считала, уверяя, что ее костюмы отнюдь не творение известных кутюрье. Для нее шили по заказу, но не французы, а Тамара Макеева и Лена Стерликова, которые работали в ателье на Кузнецком мосту. Жена генсека привозила только роскошные ткани в ателье, а потом уже вместе с мастерами подбирала эскизы для своих нарядов. Правда, Раиса Максимовна очень придирчиво выбирала фасоны. Тамара Макеева в одном из интервью поделилась воспоминаниями о заказах Горбачевой. Наряды Раисы Максимовны делились на две категории. Костюмы первой категории были внутренними. Они предназначались для ношения в СССР и должны были быть простыми. Наряды второй категории были внешними, для ношения за рубежом, то есть очень изысканными. То есть получалось, что свой образ первая леди создавала как бы отдельно для простого народа СССР и отдельно для остального мира. Начальник службы безопасности Ельцина, ветеран спецслужб Александр Коржаков, пару недель проработал охранником Горбачева в 1980-х годах. Он и описывал те самые барские замашки Раисы Максимовны, которая активно вмешивалась в хозяйственные дела, указывала, куда и как ставить мебель в кремлевских кабинетах мужа, лично прохаживалась по Большому дворцу Кремля, говорила, что заменить, что отремонтировать. Как-то жена генсека и вовсе заставила Юрия Плеханова двигать тяжелые торшеры из бронзы в присутствии его подчиненных. А ведь он был не кто-нибудь, а сам начальник 9-го управления КГБ. Коржаков говорил, что в 6-й комнате Горбачевых на Воробьевых горах, раньше они назывались ленинскими, была неслыханная роскошь.
Спальни французских королев, славившиеся изысканностью и богатством, поблекли бы рядом с будуаром Раисы Максимовны. К спальне примыкал не менее шикарный санитарный блок с ванной, туалетом, биде, раковинами разных размеров. Интересно, что за этим блоком был расположен такой же, словно двойник, но выполненный в других цветах. Поэтому, увидев еще одну спальню, точь-в-точь как предыдущую, я уже не удивился. У жен генеральных секретарей, похоже, свои причуды. У Горбачевых был шикарный спальный гарнитур с инкрустацией, который так понравился Нине Ельциной, что после отставки Горбачева всю эту мебель из его квартиры отвезли на личную дачу Ельциных. Не позабыли прихватить и кухонный гарнитур Раисы Максимовны, который, между прочим, был встроенным. Еще одной странной причудой жены генсека, по словам Коржакова, был метод подбора охранников. Она просила принести фотографии кандидатов в охранники и по ним выбирала наиболее симпатичных. Кроме охранников, при Раисе Максимовне были и адъютанты, которые рассказывали ей последние новости, а один даже всюду носил ее дамскую сумочку. Осенью 1991 года по ходу бесед с сотрудниками Генеральной прокуратуры СССР Раиса Горбачева отмечала, что люди, которые занимались охраной ее мужа и везде его сопровождали, в частности речь зашла о генералове и Плеханове, летом 1991 года подло предали своего начальника. Сама Раиса Максимовна в это время находилась в Крыму вместе с супругом и подсказывала ему, как отвечать на многочисленные визиты столичных гостей. Ведь одни визитеры настойчиво требовали, чтобы Горбачев в конце концов уже сложил свои полномочия, а другие настаивали, чтобы он вернулся в Москву и решал дела уже там. После пережитого стресса и волнения за судьбу мужа у Раисы Максимовны случился нервный срыв. Она 1,5 месяца провела в больнице. Только как следует успокоившись, супруга президента согласилась на разговоры со следователями. Тогда она призналась, что за исключением нескольких человек все люди, окружавшие Михаила Горбачева, были просто предателями. Летом 1999 года врачи диагностировали у Раисы Максимовны лейкоз. С болезнью стали бороться лучшие немецкие специалисты. Руководящий состав Германии хорошо относился к Горбачеву, ведь в свое время именно он дал согласие от СССР на объединение ФРГ и ГДР. Контролировал лечение жены бывшего лидера СССР ведущий европейский онколог Томас Бюхнер. Однако ни один из испробованных методов лечения не принес положительного результата. Раиса Горбачева скончалась осенью 1999 года и была привезена на родину. Ее схоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. А через несколько лет после смерти бывшей первой леди СССР о ней очень емко и правильно высказался первый мэр Москвы Гавриил Попов, который хорошо знал Раису Горбачеву. Это была выдающаяся женщина, настоящая шестидесятница. Окончить на отлично философский факультет МГУ и получить рекомендацию в аспирантуру девушки без связей – это дорогого стоит. Скажем прямо, в культурном отношении она превосходила мужа. Это и сам Михаил Сергеевич понимал. Он ее любил, ценил, и скрывать тут нечего, советовался с ней постоянно. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.